У меня есть для вас одно небольшое, но весьма важное дело. Я хочу, чтобы результаты не заставили себя долго ждать. Недавно мне стало известно, что одна древняя и крайне ценная реликвия, которая несколько раз в ходе истории теряла свой след и на долгие годы пропадала из поля зрения, наконец была обнаружена. Более того, сейчас она находится в нашем городе, так что такую возможность упускать нельзя. Я хочу, чтобы вы без лишнего шума достали эту реликвию и принесли ее сюда. Зачем она мне, не ваше дело. Главное, доставьте ее, и больше вы не будете нуждаться в деньгах. А что это за реликвия? Агдавуракский тюнгур. Естественно, у меня в руках его копия, более мелкая и не вполне точная. Этот древний тувинский амулет, который передавался местными шаманами из поколения в поколение. Сакральная реликвия, обладать которой может лишь только тувинец. Большего вам не потребуется. Как ее найти? По моим данным, сейчас он находится у Шанмака Мангуша, но он ни за что не хочет его продавать. Так что вам придется решить вопрос силой. Только не надо никого убивать. Мне не нужна шумиха. Времени мало. Через несколько дней Шанмак возвращается обратно в Тыву, а у меня нет никакого желания гоняться за ним по степям. Так что за дело. Задание не из легких. Какова цена? Будет сделано, босс. И еще. Шанмак хотел посетить буддийский храм, который находится в нашем городе. Датсан Гунза Чайнэй. Можете начать оттуда. Возьмите эти фотографии, чтобы не ошибиться. И помните, самое главное, доставьте мне этот амулет. Считайте, он уже у нас. Значит, вот он какой мангуш. Босс говорил, что тувинец ни в какую не соглашается продать ему этот амулет. Значит, он будет настороже. К тому же, судя по одежде, он пытается слиться с толпой. Ха, еще бы он разгуливал бы в своих шаманских шмотках по городу. Пробуем сделать все тихо. Тувинцы народ упертый. Действовать надо хитро. Еще предстоит узнать, где он хранит свой бубен. В этом есть смысл. Если все получится, он даже ничего не поймет. Дай-ка посмотреть. Симпатичная вещица. Погоди, это ж Хакаси, а не Тео. Да какая к черту разница?
наверное, хотите, чтобы я вас пропустила, пожалуйста. Нет. Что вы делаете? Ну, знаете, я слышала, что есть такая традиция, что если крутить эти барабаны и загадывать желание или читать мантру, то это желание обязательно сбудется. Нанесенные на барабан мантры, безусловно, обладают некой силой, но она заключается в исполнении желаний. Проблема не в этом. Проблема в том, что их нужно вращать по часовой стрелке. Какая разница? Разница? Разница в том, что движение по часовой стрелке – это белый путь, путь добродетели. Движение же против часовой стрелки – это неправедное действие, противоречащее естественному круговороту энергии в природе. Звучит так, как будто бы вы в этом разбираетесь. Скажем так, в некоторой степени причастен. Как любопытно. А как вас зовут? Я Шанмак. Давай на «ты», а то мне как-то неудобно. Давай. Шанмак. Какое интересное имя. А я Ксюша. Ты, наверное, не местный? Да, я не отсюда. Шанмак. А ты надолго в нашем городе? Могли бы пересечься где-нибудь в неформальной обстановке? Увы, задержаться здесь надолго я не могу. Дела. Но я был бы не прочь пересечься с тобой снова. В таком случае, может, пригласишь меня к себе? Нет, боюсь, пригласить тебя к себе я не могу. Понимаешь ли, я остановился у своего товарища, а он буддийский монах. И у него довольно строгие правила по поводу женщин в доме. Кстати, я как раз сейчас встречаюсь в храме. Хочешь, я познакомлю вас? Ой, смотри-ка, что тут упало. Какая интересная штуковина. Может, Смей его трогать. Мне пора. Даже телефончик не возьмешь? Что там? Он остановился у своего друга, какого-то буддийского монаха. Кстати, он сейчас встречается с ним в храме. Амулет при нем, носит его на шее. Правда, когда я начала о нем спрашивать, что-то заподозрил и ушел. Черт, показ. Он твинец. Да какая к черту разница? Спугнула ты его. Да? Я бы посмотрела, как ты охмурил бы его за 5 минут, не вызывая никаких подозрений. Хватит припираться. Зато теперь через его дружка мы можем выйти на место, где он живет. А это уже чего-то достоит. Да. А еще мы знаем, что он всегда носит с собой бубен. Так, надо разделиться. Мы возьмем на себя шамана, а ты проследи за его дружком и выясни, где они живут. И еще, нам надо заглянуть в храм и поглазеть на этого чертова буддиста. Заранее спасибо, дорогая. Я тебе недорогая. Герой-любовник. Она точно будет моя. Ладно, на баб нельзя положиться. Пора самим вступать в игру. Погнали.
Смотри, это не он? Это же он. За ним. Эй ты, стоять! Гони его, я вход, понял? Ну чё, добегался шаман? Что, я шаман? Я не понимаю, о чем вы. Строишь из себя дурачка, абориген? У тебя есть кое-что, и это кое-что нам нужно. Парни, это какая-то ошибка. Я, в принципе, нормально учусь. Хорош комедию ломать, а давай свой амулет и катись на все 4 стороны. Кончай с ним играть, гони сюда, бубен, пока я тебе не проломил твой бубен. Ребят, у вас все в порядке? Девочки, не с вами разговаривают, не суйте свой нос не в свое дело. Пойдем отсюда. Придурки. Братан, встань-ка на шухер. И ты думаешь этой штуковиной остановить нас? Эй, не дури, нам не нужна лишняя кровь. Почему не нужна? Если он настаивает, пускай будет по-плохому. Вы не получите, Тенгур, ублюдки. Ты кого назвал ублюдками? Ублюдок! Я сейчас тебя напополам поделю. Иди сюда. Братан, он меня чуть не задел. Ты видел? Я его сейчас зарежу. Стой! Он сказал не убивать его! Мне плевать, что он там сказал. Иди сюда. Что здесь происходит? Это полиция! Что с ним, с этим амулетом? Сваливай! Пойдем! Мы знаем, где ты живешь. Что за поножовщина тут была? Покажите ваше удостоверение. С вами все в порядке? Что от вас хотели эти люди? Они знают, где я остановился. Они говорили про какой-то амулет. Это не может быть связано с нашими кражами? Что думаешь, атаман? Я тоже об этом подумал. Как вас зовут? Меня зовут Шамак. Я из древнего тувинского рода мангушей. Дело в том, что мы с коллегой работаем над одним очень любопытным делом, по которому мы практически зашли в тупик. А тут вдруг сама судьба выводит нас на подозрительных людей, которые, судя по всему, хотят завладеть каким-то важным амулетом. А при чем здесь мой амулет? Я не хочу строить далеко идущие выводы, но мы давно охотимся за главарем мафиозной организации, который отыскивает древние реликвии из Алтая, Хакасии и других мест силы. Зачем они ему, непонятно. А тут вдруг появляются какие-то охотники за вашим амулетом, а вы сами говорите, что происходите из древнего тувинского рода. Услышав все это, я не могу не отметить, что эти события могут быть как-то связаны. Это многое объясняет. За вашим амулетом давно охотятся? Не так давно со мной связался один неизвестный человек. Он общался со мной только через посредника, поэтому я не знаю, кто он на самом деле. Этот человек, судя по всему, одержим идеей завладеть агдавуракской жемчужиной. Он трижды предлагал мне баснословные деньги, предлагал выменять Тюнгур на сотню других реликвий. Но, естественно, я отвечал ему отказом, потому что Тюнгур передается среди тувинских шаманов из поколения в поколение, и я его следующий законный наследник. Потом он начал угрожать мне. Теперь, как видите, он подослал своих головорезов, чтобы добыть Тюнгур силой. Такое ощущение, будто добыть эту вещь – смысл его жизни. Моя же жизнь теперь в опасности. Возможно, мы говорим об одном человеке. Особенно если учесть, что он предлагал обменять ваш Тюнгур на какие-то другие реликвии. Но зачем ему понадобилась простая безделушка? Безделушка?
По древнему туминскому преданию, Багдабуракская жемчужина связана с духами загробного мира и обладает сверхъестественной силой. Ее возможности выходят далеко за грани этой реальности. Ладно, не это сейчас важно. Надо подумать, что делать с этой информацией, но она определенно ценна и дает новые зацепки нашему расследованию. Дело принимает крайне опасный оборот. Действовать надо решительно. Знаешь, нам давно пора подмять этот город под себя. А занимаемся какой-то грязной работой. Не такая уж она и грязная. Нам нужно лишь достать бубен. Аборигена убивать не надо. Между прочим, если бы не твоя нерешительность, мы бы давно уже получили бы бубен. А ты что-то там говоришь? Босс сказал нам его не убивать, нам не нужно пускать кровь. Фу. Тебе нужны проблемы? Я не хочу, чтобы меня повязали из-за такого пустяка. Ты слабак. Этот, как там его, шахмат, создает нам кучу проблем. Он просто так не расстанется со своим бубном. Надо было кончать его прямо там, в том переулке. Куртку жалко. Да давно надо было выбросить этот убогий кусок рвани. Только тачку мою морал. Да мне плевать на этот выродок немецкого автопрома. Это была счастливая куртка. Алло, ты базар свой фильтруй, а? Не понял. Интересно, зачем нашему боссу понадобился этот амулет? Это же обычная деревяшка. Меня не волнует причуд этого выжившего из ума болвана. Он готов заплатить бабоса, я готов заморать руки. Хотя ты прав. В последнее время он вообще помешался на своих языческих штучках. Я говорю, надо подумать о новом лидере. Кажется, кто-то замышляет восстание. Ты думаешь, что он тебя переиграет? Как ты собираешься его спасти? Тебе не стать главарем. Наш босс еще молод. Кто знает, кто знает. Возможно, одним прекрасным днем он решит просто-напросто не проснуться. А я окажусь очень удачным кандидатом. Серьезно? Ради власти ты готов на все, даже зарезать всех вокруг? Не беспокойся, тебя это не коснется. Пока что. Я не собираюсь брать грех на душу. Может, я и вне закона, но я не убийца. Ты говорил, что мы знаем, где он живет. А мы знаем. А ты что, не в курсе? Ха. Мы знаем это благодаря твоей крале. Она мне маякнула. Пока мы бегали по этим подворотням за Хакасом, в то время она проследила за буддистом. За тем самым буддистом, которого мы видели в храме с Хакасом. Так вот, она проследила за ним до самого дома. И теперь мы знаем, где он живет, и можем навестить этого Хакаса прямо у него дома. А самое главное, то что этот буддист завтра идет на какое-то там собрание своих буддистов-сектантов, и Хакас будет дома совсем один. Он повинен. Да какая к черту разница? Хватит сопли размазывать по лицу. Вся эта история мне изрядно надоела. Пора вломиться в дом к этому шаману и доставить амулет нашему боссу. В целости и сохранности. А вот целостность и сохранность шамана я не гарантирую. Чё вылупился? Погнали!
Лежать и не рыпаться. Сейчас ты тихо отдаешь нам свой бубен, и мы мирно расходимся. А будешь звать на помощь, прирежу. Какой бубен? Не корчи из себя идиота. Тот самый амулет, который ты постоянно носишь с собой. Тот, кто вас послал, похоже, не знает, что Цингор не у меня. Завтра должен состояться обряд посвящения, на котором я получу законное право владения им. Но ночь перед обрядом я не могу хранить его у себя. Что? Так где он? Ну, ночь перед обрядом должен провести в присутствии духов леса. Сейчас он зарыт в земле, в самом сердце чаще. Проклятие, он же нас обманывает. Обыщи его, ты сам видел, амулет при нем. Амулета нигде нет. Где он? Без меня вам никогда не найти амулет. Чтоб бы тебя попрял! Где будет проходить обряд? Да, так я вам и сказал, а? Припугни его, чтобы он стал более сговорчивым. Так. Что это у нас тут? Знакомая вещица. Она будет хорошо смотреться на моем поясе. Положи на место туранский кинжал, ты выродок! Что, твой ножичек тебе больше не поможет? Ох вы тварь! Будешь рыпаться, вскрою на месте. Смотрите-ка. Неужели наш маленький друг принес с собой игрушечки? Думаю, тебе это не так уж и нужно. Ты вообще знаешь, для чего нужен шаганавский тюнгур, придурок? Судя по всему, вешать в машине. Степные духи покарают тебя за это святотатство. Давай, помолись своим башкам. Эти язычники конченые люди. А ну признавайся, где будет проходить обряд. Иначе мы здесь все к чертям разнесем. Так. А это что такое? Нет, только не чуданское пиала, быдло поганое. Но. Следи за языком, абориген. Ну, где будет обряд? Ну? За городом. В местечке под названием Семиозерье, если это вас так интересует. Но посторонний туда вход воспрещен, что без меня вы туда не попадете. Ну ничего. У нас от тебя персональное приглашение. Поедешь с нами, заодно и дорогу покажешь. И помни, одно неверное движение, и ты труп. Как говорил мой дед, одно из правил гостеприимства: если взял что-то чужое, положи на место. Пакуй его. Так, еще рабочих. Сейчас дисраптор выстрелит нормально так. Надо зафилдить его в хорошей позиции, встать. Давайте третий Nexus сразу поставим. Обнаглеем немного. Ой, хорошо, сейчас может жахнуть. Сейчас надо бы дисраптор заказать, чтобы его принимать. Так, поехал дисраптор. Врываемся, дисрапторы стреляют. Хорошо, взорвали. Так, Даварп, какой-то агрессивный тиран попался. Даварп идет, отводим, пробочек. Винды перепутались. Да черт бы побрал! Да. Срочные новости. Звонил айтишник. Достал важные сведения по нашему запросу. Разговор не телефонный. Забил встречу в традиционном месте. Надо как можно скорее ехать. Понял. Захвати оружие на всякий. Хорошо. Ты чего такой злой?
Да так, не бери в голову. Сейчас подъеду. Ужин готов. Иди кушать. Так, слушай, у меня тут срочные дела появились. Давай через час на месте. А айтишник? Подождет. Договорились. Все остынет. Ладно, все, давай, мне пора. Блин! Здорово. Привет. Что нового? Давно пора продвинуться в этом деле. А то сейчас у нас есть какие-то разрозненные сведения о древних языческих реликвиях. Да еще встреча с подельниками этого мерзавца. Кажется, я могу вас порадовать. Буквально пару часов назад мне удалось обойти систему безопасности этой организации. Собственно, я сразу набрал атамана и позвал вас к себе. Но у них стоит чертовски продвинутая защита. Моему устройству нужно время, чтобы перебрать все возможные комбинации паролей. Что это нам даст? По сути, нам осталось сделать последний шаг, залезть в комп непосредственно к их боссу. Будем надеяться, что они не заметят нашего проникновения. Неплохо. Давно пора их прижать. Если удастся хакнуть его личный комп, то мы поймем, кто за всем этим стоит. А еще сможем получить доказательства его вины. Но пока нам остается только ждать. Но это уже радует. И все-таки я не могу понять, кто может с таким упорством отыскивать эти древнеязыческие реликвии? И главное, зачем? Сейчас мы это и выясним. А как только получим достаточно доказательств, можно сразу выезжать на задержание. Давно пора закрыть это дело. Слишком долго с ним возимся. Готово. Кажется, я получил доступ к компу босса мафии. Хорош! Отличная работа. Теперь ничто не помешает нам его поймать. Так, а вот это уже интересно. Думаю, по этим данным мы наконец действительно можем его прихлопнуть. Что там? Готовимся выезжать на арест? Сейчас хочу только рассекретить его личность и узнать, кто этот мерзавец. Что? Кажется, нам пора.
Здорово, Шамнах. Сам ты шанмах, упырь. Тупое было, неужели так сложно запомнить имя? Катите чертов скоты, вонючие шестерки, прислужники, прихвостни. Что за этот шахмат какой-то нервный? Согласен. Далеко еще до этого тупого бубна? Сколько надо. Быстрее веди нас своим дружкам-шаманам. Обряд назначен на полдень. Сейчас там никого нет. Нам же лучше. Быстрее. Ну чё? Уже скоро. Смотри, Хакас, не обмани нас, иначе я тебе устрою встречу с ножом, который ты избежал в том переулке. Оставь его. Он и так нас ведет к амулету. А ты чё, тоже решил стать Хакасом? Тебе пообещали их лесные духи, искупление твоих бандитских грешков? Шел к черту. Если ты будешь его толкать, он быстрее не пойдет. Тувинцы народ упрямый. По-тихому заберем амулет, оставим его здесь. Убийства никому не нужны. Это мы еще посмотрим. Ну что, Хакас, где твой бубен? Там, в самом сердце леса, на острове. Закопан. Надо знать, где искать, иначе можно застрять тут надолго. Но ты-то знаешь, где копать, так что нам это не грозит? Ты не сказал, что придется лезть в воду? Ножки промочить боишься? Ты мне еще поговори, Хакас. Как-то здесь пустынно. Не нравится мне это. Ну и хорошо. Меньше людей, меньше глаз. Быстро откапываем и сматываемся. Погнали. Где? Вон там, под деревом. Стоять. Копай. Давай, в темпе. Странно. Я не ощущаю присутствия Тюнгуры здесь. Ты чё за хрень морозит? Походу ему амулет дороже, чем жизнь. Похоже на то. Надо пустить кровь, чтобы он стал более сговорчивым. Эй! Не это ищете? Какого? Мы немного заплутали и опоздали к началу веселья. Чёртовы азиаты! Бросайте оружие. Как вы нас нашли? Кто нас дал? Ты? Думаешь, что говоришь, идиот? Вам некого винить, кроме самих себя. Ваша жажда наживы привела вас в ловушку. Просто шаг за шагом следовали нашему плану и оказались здесь, как мы и рассчитывали. Думаю, нас не услышат.
Хорошо. Пока я в городе, он не успокоится. Я уже трижды отвечал отказом на его предложение, но, похоже, он решил любой ценой завладеть Тюнгуром. Думаю, скоро он сделает свой ход. И вот тут мы должны быть наготове, чтобы наконец поймать его. Давно пора остановить его и заставить ответить за все преступления против моего народа. Мы и сами за ним давно гоняемся. И если есть хоть какая-то возможность поймать его здесь и сейчас, мы непременно ей воспользуемся. Можешь на нас положиться? Да, именно ради этого я и позвал вас сюда. Я думаю, вам можно доверять. Сейчас мне слишком опасно хранить его. Мои предки прокляли бы меня за такое, но сохранность амулета сейчас важнее всего. Надо разобраться с этим здесь и сейчас, иначе моя жизнь всегда будет в опасности, а Тюнгур под угрозой. Ты хочешь расстаться с жемчужиной Агдавурака? Это же против твоих правил. Я не могу взять на себя такую ответственность. Придется. Нам нужно действовать сейчас, пока у нас есть возможность. Один раз вы спасли эту реликвию, я готов довериться вам, чтобы спасти ее снова. Не снимай его ни при каких обстоятельствах. Носи всегда и везде с собой, так будет безопаснее. Он может послать кого-то забраться к тебе в дом. В этом есть смысл. Это большая честь для меня, Шанмак. Мы не подведем тебя и засадим этого гада за решетку. Что ты предлагаешь? У тебя есть какой-то план? Я думаю, он может нанести удар уже сегодня. А после 2 неудач его люди будут лучше подготовлены. Так что я думаю, наш шанс – это заманить их в ловушку. А если мы накроем его подельников, то через них, возможно, возьмем и его самого с поличным. Есть у меня одна идея, но она будет требовать скоординированных действий. И у нас не будет права на ошибку. Когда я был здесь в прошлый раз, один монах возил меня за город в местечко под названием Семиозерье, показать здешние места силы. Там я обнаружил одно изумительное место. Небольшой островок посреди озера, к которому ведет небольшой перешеек. А само озеро формой напоминает копыта. Неудивительно, что это место считают местом силы. Силы злых духов. Но это место идеально подходит для моего плана. А искать другое у нас нет времени. Это нелюдное место, так что у вас будет возможность провести операцию без лишних жертв. Кто-нибудь из вас бывал там? Да, что-то такое припоминаю. Кажется, я был там пару лет назад по одному заданию. Такое место ни с чем не спутаешь. Да, я определенно знаю, о чем ты говоришь. Это то, что нам нужно. Я сразу понял про это место, потому что оно как нельзя лучше подходит для плана, что я предлагаю. Собственно, в чем состоит план? Рано или поздно они выйдут на меня, в этом я не сомневаюсь. Не будем этому препятствовать. Позволим им схватить меня, но затем пустим их по ложному следу. Пока не понимаю, к чему ты клонишь. Так как Тюнгура при мне не будет, они резонно зададутся вопросом, где он. Тогда я расскажу историю, мол, завтра состоится обряд посвящения, после которого я вступлю в законное владение этой реликвией. Обряд – важная часть инициации шамана. Тюнгур должен пролежать сутки вместе силы отдельно от самого шамана. Таким образом, мы вынудим головорезов добровольно отправиться в западню, где вы их и накроете. Это может сработать. И помните, чем меньше людей знает о том, что мы обсуждали сегодня, тем больше шанс застать их врасплох. Не беспокойся. Об этой операции не знает никто, кроме нас троих. Мы работаем под прикрытием. И все-таки у меня такое чувство, что мы постоянно кого-то упускаем из виду. Но пока я не совсем представляю, как мне сообщить вам о том, что они нашли меня. План звучит разумно,
Но действовать придется быстро, иначе они могут тебя убить. Возьми этот передатчик. Мы с атаманом будем знать, когда они на тебя выйдут. Если с тобой что-то случится, мы получим сигнал. Тебе достаточно нажать на эту кнопку. Как только мы услышим сигнал, это будет означать, что пора действовать. Хорошо. Осталось обсудить детали. Значит, как только мы... Так, где он? Долго я буду ждать? Оружие на землю. И без глупостей. Атаман, вяжи его. Бубен у меня. Сваливаем. Не убивай мента. Пойдем. Вставайте! Тюнгур! Тюнгур, они забрали Тюнгур, вставайте! Вставайте, нам нужно догнать их! Скорее! Куда ты лезешь? Нам не нужны жертвы. Не рыпайся, все будет хорошо. Бубен у тебя? Бубен у тебя? Да, он там. Отлично. Кончаем их и сваливаем. Босс сказал не убивать. Уходим. К черту босса, нам не нужны свидетели. Что творишь? Давно было пора это сделать. Теперь займемся мусорами.
Вы принесли мне тюнгур? Ты арестован. Знакомый голос. Я ждал тебя. Но меня занимает лишь один вопрос. Неужели у тебя хватит духу? Еще как хватит. Из-за тебя погиб невинный человек. Ты зашел слишком далеко, брат. А ты изменился. Не изменилась лишь твоя дурацкая убежденность в своей правоте. Все так же идеализируешь все вокруг, делишь на хорошее и плохое. Но ты не понимаешь, что в жизни не всегда все так однозначно. То, что ты совершил, не может трактоваться по-иному. И не пытайся увильнуть. Тебе не избежать тюрьмы. А что, если я скажу тебе, что ты заблуждаешься? Что ты видишь не всю картину, а лишь верхушку айсберга? Мне достаточно того, что мой родной брат стал преследовать ни в чем не повинных людей, красть древние реликвии и осквернять культурную память других народов. Ну вот, как я и сказал, ты видишь все лишь в черно-белом цвете, а середины у тебя нет. Ты даже не понимаешь, что ты натворил. Я натворил? Ты так и не понял? Из-за тебя, именно из-за тебя погиб невинный человек. Из-за твоей бессмысленной жажды наживы. Из-за твоей неуемной тяги к власти. Ты играешь человеческими жизнями и даже не чувствуешь раскаяния, а пытаешься убедить меня в том, что ты не виноват? И ты думаешь, что я поверю в твои сказки? Если бы ты меня выслушал, ты бы понял, что не все так однозначно. Я не хочу тебя больше слушать. У нас есть ордер на твой арест. Ты мне брат, и я никогда этого не забывал. Но я должен выполнить свою работу. Валяй, ты можешь это сделать. Но меня все равно оправдают на суде. У вас нет доказательств. А вот здесь ты ошибаешься. В твоем компьютере нашли все необходимые улики, чтобы упрятать тебя за решетку. У нас есть доказательства, что это именно ты нанял тех головорезов, которые делали за тебя всю грязную работу. У нас развязаны руки. В этот раз ты не отвертишься. И это все, что у вас есть? Думаете запугать меня этим? А знаешь, брат, твоя прямолинейность и упертость меня всегда забавляла. Ты словно собачонка, которой кинули кость, и она бездумно бежит за ней. Когда-нибудь ты поймешь, что иногда в жизни ты стоишь перед выбором и выбираешь из двух зол меньшее. Мне не за что перед вами оправдываться. Но подумай об этом. Когда ты делаешь доброе дело, как тебе кажется сейчас, возможно, ты разрушаешь чьи-то судьбы. И ты говоришь мне о разрушении чьих-то судеб? Ты сам вообще слышал о человечности? Да что ты знаешь о человечности? Довольно. Я услышал достаточно твоих оправданий и уверток. Ты и так слишком долго уходил от возмездия. Оправдываться будешь на суде. На твоей совести смерти тех людей, которые оказались вовлечены в твои интриги. И нет тебе прощения. этой пустоте вот уже давно мы идем на дно. Мы уже не те, только уходя, выходя под дождь, мы находим спасение. Что готов ради нас самих, ради всех других, вместо громких слов, но спасая жизнь, мы теряем все и уходим в забвение.
Извините, мы знакомы? Еще как знакомы. Простите, я вас не узнаю, мне нужно идти. Да, хорошо же ты знал своего брата, если уже забыл, как выгляжу я. Вика? Неужели это реально ты? Но как? Узнал-таки. Даже удивительно. Особенно если учесть, что ты был так занят поимкой своего брата. Гонялся за его подручными, бегал по подворотням, носился повсюду с этим шаманом. Откуда ты? Ну ты еще подумай, вспоминай. Я была ближе, чем ты думаешь. Как бы нам самим этот тюнгур не вышел боком. Из дома будем выходить по одному, чтобы не вызывать подозрений. Гони его, я вход, понял? Иди сюда. Что здесь происходит? Я сразу поняла, что вы с шаманом что-то задумали. Но, к сожалению, не смогла пробраться на крышу вслед за вами. И поэтому упустила часть информации, которая впоследствии оказалась очень важной. А потом меня постигла очередная неудача. Я потеряла след шамана. И когда вы вернулись без него, я не была уверена в том, что мои домыслы верны. Этой моей заминки оказалось достаточно, чтобы ты арестовал своего брата. Арестовал из-за моего промедления. Ну зачем все это? Зачем он послал тебя следить за нами? Я следила не за вами. Если бы ты был чуточку прозорливее, не думал только о своей карьере, ты бы уже давно все понял. Ты думал, что твой брат ищет эти амулеты для своей личной выгоды? Какой же ты идиот! Считайте, он уже у нас.
Да-да, входи. Вика, присядь сюда. Нам нужно поговорить. Я наконец-то нашел способ, как тебя вылечить. Я отыскал один древний тувинский амулет, который по преданию обладает силой контролировать духов загробного мира. Шаманы, передающие его из поколения в поколение, утверждают, что он обладает сверхъестественными целебными свойствами. Его называют агдавуракской жемчужиной. Моя болезнь неизлечима, ты же знаешь. Я добуду его, во что бы то ни стало. Даже если мне придется продать душу дьяволу или еще каким-нибудь духом. Не говори так, прошу. Это не простая безделушка. В ней действительно заключена невероятная сила. В ходе тувинской истории было немало свидетельств чудодейственных свойств агдавуракской жемчужины. Я добуду этот амулет и ни перед чем не остановлюсь. Я уже нанял на это дело 2 людей. Хотя они раньше выполняли для меня кое-какую работенку, я не могу им полностью доверять. Поэтому у меня будет для тебя небольшое дело. Ради этого я тебя сюда и позвал. Я сделаю все, что ты просишь. Моя просьба не слишком обременит тебя. Ты единственный человек, на кого я могу всецело положиться, кому я могу полностью доверять. Я хочу, чтобы ты проследила, как эти 2 выполнят мое поручение. Я хочу, чтобы ты лично удостоверилась в том, что они добудут амулет и не присвоят его себе, не подменят какой-нибудь пустышкой. Пойми, я только хочу, чтобы ты получила свое лекарство, и мы зажили как прежде. Тебе не о чем беспокоиться. Если ты просишь, конечно, я прослежу за ними, папа. Так вот, что хотел сказать мой брат, когда... Действительно, не стоит снять очки, чтобы посмотреть в глаза человеку, который посадил собственного брата за решетку и отнял у любящей дочери отца. Неужели этот амулет был так важным? Ты так ничего и не понял. Ты думал, что я действительно поверю в какие-то волшебные свойства этого амулета? Это была просто очередная безделушка из тех, за которыми гонялся мой отец. Он действительно верил в то, что они помогут мне вылечиться, хватался за каждую мелочь, верил даже в такую безумную чушь, а я... Амулет был связью между мной и отцом. Он был символом надежды на лучшее, символом надежды на светлое будущее. Я боролась с болезнью ради отца. Я не могла отказаться от борьбы, когда видела, сколько он для меня делает. Эта мысль меня постоянно грела, постоянно поддерживала. А теперь, когда ты засадил отца за решетку, мне больше нечего терять в этой жизни. У меня нет будущего. Ты украл его. Я жила только ради отца. Ради того, чтобы он верил в мое выздоровление. Сейчас мне уже больше нечего терять. А вот ты прочувствуешь физически ту боль, которую я прошла из-за тебя.
Успокойся с миром, напарник. Я всегда мог на тебя положиться. Как же мне будет тебя не хватать? Ты бы знал.